Российская фигуристка Камила Валиева победила на втором этапе серии Гран-при в Канаде. Соревнования проходили в Ванкувере. Валиева набрала 265,8 балла, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ. Предыдущие мировые достижения также принадлежали Валиевой. 10 октября на международном турнире Finlandia Trophy она набрала 174,31 балла за произвольную программу и 249,24 балла по сумме короткой и произвольной программ. За свою программу она получила 180,89 балла. В сумме за произвольную и короткую программы она набрала 265,8 балла. Россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли второе и третье место. Туктамышева набрала 232,88 балла, Косторная – 214,54 балла. Камила Валиева не собирается в ближайшее время усложнять свою программу проката. Об этом спортсменка заявила журналистам на пресс-конференции. Валиева чисто исполнила 3 четверных прыжка, ошиблась на тройном акселе и установила мировые рекорды по баллам в произвольной и по итоговому баллу. Сегодня я сделала все, что планировала, для меня это самое важное. Я довольна оценками, постараюсь выступить еще лучше, но решать все равно будут судьи. Я счастлива, что почти выполнила свою задачу, были небольшие помарки, но очень небольшие, сказала Валиева. Я постаралась в своей программе сделать все задуманное, это, наверное, было самой главной задачей для меня. Я счастлива таким оценкам. Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а насчет оценок, это будут решать судьи. Расти всегда есть куда, не делать степ-аут на акселе. Делать лучше прыжки, сказала Валиева. Усложнять пока что не буду, хочу хорошо накатать именно этот контент. Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свое выступление на Гран-при Канады, где она заняла 3-е место. Тоже очень рада, что смогла в некотором роде перебороть себя, показать программу, исправить вчерашние ошибки. Да, добавились другие ошибки. Но я очень довольна полученным результатом. Алена, что скажете об изменении своих программ и вашей оценки за компоненты? Наверное, не мне решать, какие оценки я должна или не должна получать. Что накатала, то и получила. Это не я решаю. Не могу сказать что-то конкретное. Сегодня было первое представление моих новых программ. И сегодня я получила то, на что накатала. После турнира в Финляндии я вышла на вторую тренировку. Тренеры сказали: мы меняем произвольную программу. Спорить не стала. Почему бы и нет, если я ее хорошо чувствую. А смена короткой программы случилась неожиданно. Встал вопрос о показательном номере. В Канаде решила катать программу на английском, во Франции – на французском. Начала готовить номер Нью-Йорк. И когда я покатила, все поняли, что это получается гораздо лучше, чем моя нынешняя короткая. Так и решили ее поменять, сообщила Косторная. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление на Гран-при Канады, где она заняла 2-е место. Безумно рада, что удалось исполнить программу в хорошем качестве. Было не совсем стопроцентное состояние перед выходом. Сегодня было перебарывание себя, так что я рада, что сегодня все закончилось на такой хорошей ноте. Музыка к произвольной программе. Когда я в первый раз услышала ее, которую предложил Никита Михайлов, я была сразу влюблена и очарована этим произведением. Я попала в точку, мне кажется. Это всегда радостно найти ту самую музыку в олимпийский сезон. И вообще я кайфую по жизни и кайфую в программе. Надеюсь, зрители заряжаются от меня этим настроением, сообщила Туктамышева. Серебряный призер Олимпиады 2014. Канадец Дилан Москович, выступавший в паре с Кирстен Мурта-Уэрс, прокомментировал выступление россиянок на 2-м этапе Гран-при в Канаде. Если честно, мы как-то забыли упомянуть Камилу Валиеву. В превью канала CBC с гостем Эшером Хиллом. Она явно являлась одной из главных претенденток.
И мы понятия не имеем, как мы могли забыть о ней, ха-ха. Я думаю, Камила привнесла что-то уникальное. Она не только обладает невероятными техническими навыками, включая некоторые планетарные вращения, но также обладает легкостью и женственностью, вопреки своему юному возрасту. Я думаю, ее сложно будет кому-то победить. Лиза выглядит такой же сильной и уверенной, как всегда. Ее прыжки выглядят солидно, и она привносит зрелость в молодой состав участниц. Я верил, что она будет сильной претенденткой на первое место или, по крайней мере, на пьедестал. Алене Косторной трудно дается смена программ, но мне очень нравится ее катание. При хорошем исполнении это серьезный соперник. Конкуренция действительно жесткая. Мне очень нравится катание Алисы Лью. Иногда есть проблемы с вращениями на тройном акселе, но я считаю ее катание свежим и необычным, заявил Москович. 15-летняя Камила Валиева выиграла Skate Canada с 2 мировыми рекордами в произвольной программе. 180,89 и по общей сумме баллов 265,8. По оценке за технику в произвольной программе Валиевой не хватило 2 баллов, чтобы догнать победителя мужского турнира, американца Нейтана Чена. Бывшая американская фигуристка, чемпионка мира 1982 года в одиночном катании Элайн Заяк прокомментировала выступление россиянки Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Канаде. Валиева была просто великолепна. Такая элегантность, грация и красота. Это определенно та фигуристка, которая будет бороться за золото в Пекине, заявила Заяк. Это первый случай за всю историю Гран-при, когда 2 фигуристки набрали более 80 баллов в короткой программе. Подобное было только на Олимпийских играх 2018 года. Загитова, Медведева. И командных чемпионатах мира в 2019. Кихира, Туктамышева. И 2021. Щербакова, Туктамышева. Валиевой 15 лет. Она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе. Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На ее счету также золото чемпионата мира в командном турнире. Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года.